Кс-кс-кс-кс-кс. Ричи, 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 ты куда ходил? Посмотрите, что у нас за ночь намело. И всем здравствуйте. Ага, драться еще решили, да? А самое-то интересное, я вчера все лопаты на чердак закинула. Думала, снегу-то не будет. Взяла линейку и хочу смерить. Пять сантиметров, наверное. Потому что у меня все эти стертые. 1, 2, 3, 4. Да, 5 или 6 сантиметров. За ночь. Вчера такой сильный ветер ночью был. Ну, на улице уже +1. Куда собака унеслась. Вот только стоило поводок с него снять. Зато сегодня не страшно, клещей не нацепляет. Ага, видите, бегает, кота ищет вокруг гаража. Ричи, пошли домой. Как мне его теперь поймать? Иди сюда. А, побежал теперь вокруг дома. Нет, пойдет дальше. Он же деловой у нас. Вырвался на волю. Ричи, иди сюда. Как мне его поймать? Красота. Иди сюда. На. Иди. На, я тебе дам кое-что вкусненькое. Иди. Ага. Нет, надо только ловить теперь. 9 апреля. Кировская область. Приготовила себе завтрак. Яичница. Давно я что-то ее... Молоко с яйцами. Хотела в кринке, в русской печи. Совсем забыла. В общем, хватит мне и на вечер. Половину сейчас, половину на вечер. Достала, значит, я вчерашнюю заготовку из черной смородины. Что я с ней делала? Достала ягоды, разморозила. В общем, решила сделать типа желе. Достала агар-агар, все по рецепту замочила. 7 грамм на стакан воды. Потом ягоды вскипятила. Без воды, безо всего. Ягоды в собственном соку. Сколько было? Примерно полкило. Может, вот так примерно было мне. Полкило ягод вместе с водой, с соком. Сахару добавила, вскипятила. И вот этот вот агар-агар я вылила жидкий. И должно получиться у меня было бы желе. Но что-то никакого желе не получилось. Видите? Получилось просто густое. Это у меня было, стояло на коридоре. Получилось густое варенье, что ли. Написано было все по рецепту вроде, не знаю. Может, агар какой. Или надо было больше. Ну, съем как варенье из черной смородины. Типа 5-минутки. Только более густой вариант, да? Так-то вкусная, не очень сладкая. Сахар уложила немножко. Вкусно, между прочим. Итак, хотела-то, конечно, я погуще. Ой, какая вкуснятина. Пирог у меня последний, сладкий. Еще булки есть немножко. Здравствуй. Че, девчонки-то спят?
Кошки. Кнопка спит. Наохотились, пришли и спать легли. А охотятся они, знаете, на кого? Да-да, Ричи, вон на тех птичек. Называются снегири. Видите, сколько их сидит? И в кормушке, и синички, и на дереве вон там. Не фокусируется. Во. Залезут вниз. Вон там, вот видите, внизу. У меня кирпичи положены и доски. Ой, сейчас опять никак не фокусируется. Я сейчас ходила, вот там досок принесла, кирпичей. Все обложила, чтобы они там не лазили, эти кошки. Еще и соседний кот. Мало своя кнопка на охоту ходит. Так еще и тот придумал на птиц, на моих. Сейчас вот я им насыпала семечек. Кошки спят, пусть едят. Вышла на улицу. Чердака чуть не унесло. Вот это погодка сегодня, да? Хочет и солнышко выглянуть, и ветер бешеный, и снег. В общем, всего понемногу. Солнце выглянет, вроде тепло, уйдет, вроде холодно. Лазила я сейчас в подвал, достала. Что я себе достала? Компот с прошлого года из красной смородины. Нужно же пить. Так, огурцы. Дядя Ваня. Я их, короче, делала первый раз. Не знаю, не пробовала. Но одну только, как говорится, партию делала, немного. Нашла рецепт в интернете. Вот такие огурчики. Дядя Ваня. По-берлински, правда. Дядя Ваня по-берлински. Так, а тут у меня варенье. Значит, тут что такое? Этой самой, как я называю, с клубники. Еле разобралась. Так, тут красная смородина с ванилином. Тоже с прошлого года. Позапрошлого. Прошлый год я не делала. Но она хорошо стоит. Красная смородина. Так, это что у нас тут? Земляника. А тут черная малина. Хочу блинов пожарить. Может, даже сегодня нажарю на завтра. Завтра, может, не придется съездить до Ларска. Кое-зачем. Завтра некогда будет. Наверное, надо сегодня приготовить блинчики. На улице холодно. Не испортятся. Решила я приготовить все-таки себе блинчики. 6 яиц посолила, сахару положила. В общем, вначале нужно взбить яйца с крахмалом. Вот, крахмала надо 5 столовых ложек. 2, 3, 4, 5. Взбиваем, значит. У меня это датский венчик. Что-то мне так эти блинчики нравятся. Когда я, правда, крахмалу наделаю своего, не знаю. Картошка, говорят, что очень дорогая. Слушай блогеров. Татьяну с Вологды, она вот говорит, что 100 рублей у них там картошка в Вологде. С ума сойти. Я никогда не покупаю картошку. Ни лук, ни картошку, ни капусту.
Не знаю даже цен. Вот поеду, если завтра в Лальск, хоть бы мне посмотреть, сколько стоит картошка. Для интереса просто. Да надо бы сходить в столовую и узнать, может, не возьмут ли у меня картошки. Продала бы картошки-то кому. В общем, отключусь, буду взбивать. А потом наливать молоко надо сюда тонкой струйкой. На улице такая метель. В феврале такой метели не было, как сейчас. Это просто какая-то жуть. Вчера ничего не было, а сегодня ветер поменялся. Вчера северный, сегодня южный. И еще сюда надо столовую ложку масла растительного. Вот. И все. Сейчас будем выпекать блинчики. С одной стороны и на больших сковородах буду. На чугунных. Сковородки разогреваем. Тесто нужно постоянно помешивать, потому что крахмал-то на дно оседает. Смазала я, значит, свои сковородки. И наливаем. Не сильно толсто. Ну, вот первые поставила. Масло растительное у меня тут. Баночку из бутылки обстригу и пользуюсь. Потом запачкаться, опять бутылочку поменяю. Не хочется, знаете, эту купить. Брызгалка-то, знаете, вот многих видела. Никак до нее у меня еще руки не доходят выписать. В общем, с одной стороны будем жарить. Не забывать. Видите, уже все. Стороны еще. Бутылку обрезала. Ричи со второй половиной играет. Измяла я ее, и он ее теребит. Ну вот. Первый получился. Дырки-то мне не надо. Дырки мне не надо. Ну вот, поняли примерно, правда, как это жарить. Сколько я уже нажарила. Порядочно. Осталось чуть-чуть. Все, у меня последний блинчик.
Творог. У меня 2 пачки и 2 яйца. Соль, сахар по вкусу. Все это мы превратим в однообразную массу. Все смешаем. Это начинка у нас для блинчиков будет. Можно было бы, знаете, что одно яйцо-то я что-то 2 положила. Мне надо написать, что надо одно яйцо. Немножко жидковато начинка получилась. Ну, ничего страшного. Закручиваем трубочки. Так, надо 1, а не 2. Так. Сковородку ничем я не смазала. Так она у меня. Буду лить потом на дно водички. Ничего никуда не втекает все равно. В общем, одно яйцо хватит на 2 пачки. Ветер просто какой-то ужас. Как налетит, налетит. Провода скрипят. Ну, жутко. Трубка гудит. Провода вообще ходуном ходят. Просто. Что такое с погодой? Осталось у меня творога. Видите, сколько? И здесь получилось 24 трубочки. На дно немного налью водички. Закрою крышкой и поставлю томиться на газовую плиту. Так. Угу. С этой стороны есть водичка. Еще чуть-чуть. Вы знаете, какую ошибку-то сделала? Воды налила, а вспомнила, что сметаной-то я и не промазала. Вот ведь. В общем, сейчас буду еще промазывать каждый рядок, передвигать и смазывать. Без сметаны-то же не будет вкусно. Вот так должно быть. Снова на газ поставила, еще водички добавила. И пусть томится. Посмотрите, время сколько. Время все гремит. Началось ненастье. Ричи испугался, в общем. Двери гремят. Надо идти закрыть двери от ветра. Однажды вы ему сказали, что у вас задержка. Это уже, да, было после 2 лет. Ричи, конец света начался. Конец света, ей-богу. Такой снегопад, да такой ветер резкий. Мы прям испугались с ним. Ричи залаял, кошка на улицу побежала. Так, что тут у нас получилось? Я еще доливала воды, кроме той, которую вы видели. Видите, никакой воды вообще нету, даже и в помине. Так.
Бывает, что нижние подгорают, но тут ничего такого нету. Чуть-чуть слегка зажарилась. Неохота мне все это доставать. В общем, вот такие блинчики очень вкусные получаются. Приятного аппетита мне. Будем пробовать блины с компотом. В общем, с компотом. Ничего из них не вытекает, из блинчиков. Хотя видели у меня, какая начинка была. Хошь руками. Я, конечно, руками люблю. Ничего не вытекает. Все впиталось. На улице опять солнышко. Прошел ураган над нами, в общем. Михална позвонила и говорит: алло, все ли, говорит, у тебя там нормально? Я говорю, у тебя-то крыша на месте ли? Она говорит, на месте. А самой смешно, крышу-то у меня из окна ведь видно. У нас... Договорил. Приемник надо заряжать опять. Сейчас будет отвлекать, болтать. Пойду, в общем, выключу. В общем, буду есть, завтракать. Сегодня у меня что-то завтрак рано. Время еще 5 нету. А я уже завтракаю. Почему рано? Я еще только поела, пообедала до этого. Вот сейчас наемся и больше до утра не буду. А на сегодня у меня все. Всем пока. До новых встреч. Сердечко вам от меня. Пока-пока.